Иногда в турецких сериалах исчезают не просто сцены. Исчезают смыслы. Исчезают эмоции. Исчезает то, ради чего зрители вообще включали экран. В последние месяцы вокруг одного популярного проекта начали происходить вещи, о которых вслух стараются не говорить. Сцены внезапно пропадают, отношения выглядят странно обрезанными, а актеры будто договариваются молчать. Параллельно в сети появляются пугающие противоречивые слухи, фейковые признания и версии, от которых становится не по себе. И чем больше вопросов задают зрители, тем тише становится официальная сторона. Почему одни сериалы режут без объяснений, а другие спокойно выходят в эфир? Кто на самом деле принимает решения – актеры, продюсеры или те, чьих имен вы никогда не увидите в титрах? И что скрывается за красивой картинкой, когда камера выключается? В этом видео не крик и не сенсация ради сенсации. Это большой дайджест новостей, фактов и сигналов из официальных источников, которые, если сложить их вместе, начинают складываться в тревожную и очень показательную картину. Здесь нет выдуманных историй, но есть то, о чем предпочитают говорить намеками. Сразу предупреждаю, в этом видео автор выражает собственное мнение, анализируя происходящее в индустрии и сопоставляя события, которые на первый взгляд кажутся несвязанными. И именно в самом конце становится понятно, почему все это не отдельные случаи, а часть одного большого процесса. Если вы хотите понять, что на самом деле происходит с турецкими сериалами, почему любимые герои вдруг становятся заложниками чужих решений и почему самые интересные вещи сегодня происходят не в кадре, а за ним, обязательно досмотрите это видео до конца. Потому что самое важное начинается не сразу. Есть странное ощущение, которое в последние месяцы не отпускает зрителей турецких сериалов. Ты смотришь историю, герои идут друг к другу через боль, конфликты, недоверие, наконец оказываются рядом, и в этот момент будто кто-то незримо нажимает на тормоз. Камера отъезжает. Сцена обрывается. То, что логично ожидалось, просто исчезает. Именно так сегодня воспринимается «Далекий город», проект, который внезапно стал символом куда более масштабного конфликта, чем просто роман без экранной близости. Все началось не резко, а почти незаметно. Сначала зрители списывали странности на монтаж, потом на особенности режиссерского стиля. Но чем дальше шел сюжет, тем очевиднее становилось – сцены исчезают системно. Не одна, не две, целые эмоциональные связки. Диалоги укорочены, паузы нарушены, а сближение героев выглядит будто недосказанным. И главный вопрос, который начал звучать все громче, почему история любви выглядит так, словно ее показывают через фильтр? Версий появилось множество. Интернет мгновенно заполнился домыслами, от закулисных конфликтов до личных запретов актеров. Но чем больше этих версий множилось, тем дальше они уводили от реальности. Потому что проблема была не внутри проекта. Она была значительно выше. Создатели «Далекого города» оказались в той же ловушке, что и десятки других команд за последние годы. Формально им никто не говорил «нельзя». Никаких прямых запретов. Никаких официальных писем. Но каждый в индустрии знает, если ты покажешь слишком много, последствия придут позже. Не в виде скандала, а в виде штрафа. Или временного исчезновения из эфира. Или потери рекламных контрактов. И вот здесь начинается самое интересное – не цензура, а самоограничение. Продюсеры больше не ждут реакции. Они работают на опережение. Убирают сцены еще до того, как их увидят зрители. Сокращают эмоциональные пики. Делают истории безопасными. Не для аудитории, для системы. И в результате возникает парадокс – сериал о чувствах, в котором чувства будто существуют только на словах. Особенно показательно, что все это происходит не в нишевом проекте, а в сериале с широкой аудиторией. «Далекий город» не провоцирует, не шокирует, не ломает рамки. И все равно оказывается под давлением. Это и настораживает сильнее всего. Потому что если даже здесь приходится резать сцены, значит границы допустимого сдвинулись еще дальше, чем принято думать.
Зритель это чувствует интуитивно. Даже если он не знает деталей, он ощущает разрыв, будто из истории вырезали воздух. И в этот момент рождается недоверие. К сериалу, к актерам, к правдоподобию происходящего. Именно тогда и начинают появляться слухи, как попытка объяснить необъяснимое. Но прежде чем эти слухи обрастут новыми подробностями, стоит задать другой вопрос. Если дело не в сюжете и не в чувствах на экране, то в ком тогда ищут виноватых в первую очередь? И очень скоро фокус смещается с сериала на человека, который находится в центре внимания, даже если сам этого не хочет. Когда история начинает терять цельность, зритель почти автоматически ищет живого человека, на которого можно переложить ответственность. Так устроено восприятие, абстрактная система кажется слишком сложной, а конкретный актер – понятным и доступным объектом для обсуждений. В случае «Далекого города» таким фокусом очень быстро стал Озан Акбаба. Имя актера все чаще начали упоминать не в связи с ролью, а в контексте личной жизни. Слухи формировались по знакомой схеме: если сцены исчезли, значит кто-то был против. Если близость не показали, значит кто-то запретил. И дальше самое удобное объяснение – семейные обстоятельства. Эта версия легко ложилась на воображение публики, потому что выглядела как простое человеческое объяснение сложного профессионального процесса. Но реальность, как это часто бывает, оказалась совсем в другой плоскости. В жизни Озана в этот период действительно происходили серьезные события, требующие внимания и внутренней собранности. Однако именно это делает подобные слухи особенно неуместными. Когда человек сталкивается с по-настоящему важными вещами, последнее, на что у него остаются силы и интерес, это экранные домыслы и спекуляции вокруг партнерши по сериалу. Проблема здесь даже не в конкретном актере. Она глубже. Турецкая публика, особенно в отношении популярных проектов, до сих пор склонна стирать границу между экранным образом и реальной личностью. Герой вызывает эмоции, значит актер автоматически становится их носителем и в жизни. Любовь на экране превращается в повод обсуждать чужие отношения, а отсутствие сцены – в повод искать скрытые мотивы. Озан Акбаба оказался в уязвимой позиции именно потому, что он не скандальный, не публичный и не склонный подогревать интерес к себе за счет личной жизни. Он не опровергал слухи громкими заявлениями и не вступал в полемику. И в глазах части аудитории это молчание почему-то стало выглядеть как подтверждение. Хотя на самом деле это было всего лишь профессиональное молчание человека, который привык говорить через роли, а не через заголовки. Постепенно, однако, даже самым активным комментаторам стало сложно удерживать эту версию. Слишком много в ней было несостыковок. Слишком очевидно, что один актер, даже самый востребованный, не может диктовать монтаж и драматургию целого проекта. И тогда внимание публики начало смещаться дальше, к другой фигуре, которая тоже оказалась в центре слухов, хотя ее реальная жизнь шла по совершенно иному сценарию. Потому что если искать запрет, то логично искать его там, где есть стабильность. А стабильность, как ни странно, для интернета – самый неудобный факт. Когда обсуждения вокруг Озана постепенно начали терять убедительность, поток внимания почти незаметно переместился на другую сторону экрана, к синему Унсал. Логика была все та же: если сцены сближения выглядят неполными, значит кто-то должен быть источником ограничения. И в этот момент интернет сделал то, что делает всегда, проигнорировал реальность, потому что она оказалась слишком спокойной. Личная жизнь Синим Унсал не содержала ни резких поворотов, ни драм, ни конфликтов, которые можно было бы превратить в кликабельный заголовок. Она давно и последовательно выстраивала отношения вне публичного шума, не превращая частное в инструмент продвижения. И именно это стало проблемой. В пространстве слухов стабильность воспринимается как пустота, которую необходимо чем-то заполнить. Если фактов нет, их нужно придумать. Появились намеки, полуфразы, инсайды без источников. Из спокойного рабочего процесса начали вырастать версии о напряженности на площадке, о якобы существующих требованиях, о скрытых условиях контрактов. Все это звучало убедительно ровно до того момента, пока не начинало рассыпаться при малейшей проверке.
Потому что фактически синим делала ровно то, что и должна делать актриса в успешном проекте, работала, соблюдала договоренности и не вмешивалась в то, что находится за пределами ее полномочий. Но интернету этого мало. Зрителю, который чувствует, что ему чего-то не додали на экране, важно найти эмоциональную причину. И тогда актриса превращается не в профессионала, а в символ либо запрета, либо ограничения, либо чьего-то влияния. Это удобный образ, потому что он снимает необходимость разбираться в сложных механизмах телевизионной индустрии. Парадокс в том, что именно такие актрисы, как Сини Мунсал, чаще всего становятся мишенью. Не потому, что они что-то делают не так, а потому, что они ничего не дают для скандального нарратива. Отсутствие громких заявлений, публичных конфликтов и демонстративных жестов воспринимается как подозрительное молчание. Хотя на деле это просто нормальная взрослая позиция. Постепенно и эта линия начала выдыхаться. Слишком очевидно стало, что ни один из актеров не является источником тех изменений, которые зритель видит на экране. И тогда обсуждение сделало следующий логичный шаг, оно перестало искать виноватых среди людей и начало, пусть неохотно, но все же приближаться к тому, что действительно управляет происходящим. Потому что когда разные проекты на разных каналах начинают выглядеть одинаково осторожными, совпадение перестает быть случайным. В какой-то момент даже самые увлеченные обсуждением зрители начали замечать странную закономерность. Речь уже шла не об одном сериале и не о конкретных актерах. Слишком много проектов стали выглядеть одинаково осторожными, будто все они следуют негласному своду правил, о существовании которого официально никто не говорит. Именно здесь разговор впервые по-настоящему приблизился к теме, которую в индустрии предпочитают не произносить вслух. Механизм запускается тихо. Не с громких запретов и не с публичных заявлений. Все начинается с писем. Электронных, бумажных, анонимных и подписанных. Жалобы зрителей, которые формально имеют право на существование. Кто-то пишет искренне, кто-то из принципа, кто-то просто потому, что может. Таких писем всегда было много, но разница в том, куда они попадают. Если сериал выходит на государственном или полугосударственном канале, большая часть подобных обращений растворяется, не оставляя следа. Их могут прочитать, могут не читать вовсе, на результат это не влияет. Контент идет по заранее утвержденной линии, и зрительские эмоции здесь вторичны. Но если проект выходит на частной площадке, ситуация меняется кардинально. Там каждое письмо превращается в потенциальный риск. Именно поэтому канал D оказался в особенно уязвимом положении. Формально, свободный рынок, конкуренция, рейтинги. Фактически, необходимость постоянно оглядываться. Не потому, что сцены действительно нарушают какие-то четко прописанные нормы, а потому что интерпретация этих норм может меняться в любой момент. Сегодня все допустимо, завтра – повод для санкций. В таких условиях появляется новая профессия, о которой не говорят публично – человек, который смотрит сериал не глазами зрителя, а глазами возможной проверки. Он не оценивает драматургию, не следит за развитием персонажей. Его задача – найти то, к чему могут придраться. И если такой момент находится, его проще убрать сразу, чем потом объяснять, почему он вообще появился. Так и исчезают сцены. Не потому, что они плохие. И не потому, что кто-то против самой истории. А потому, что риск стал дороже художественной целостности. И зритель, сам того не подозревая, сталкивается с уже отфильтрованной версией событий, гладкой, аккуратной, но лишенной живого напряжения. Самое парадоксальное, что в этой системе жалобы зрителей играют роль не причины, а повода. Они лишь запускают механизм, который и без того готов сработать. И чем активнее публика обсуждает, что не так, тем быстрее этот механизм начинает вращаться. Но на этом история не заканчивается. Потому что там, где исчезает доверие к экрану, всегда появляется альтернативный источник объяснений. И чаще всего этим источником становится пространство, где правила игры совсем другие, интернет, в котором факты легко подменяются фантазией, а популярность превращается в инструмент. Как только зритель перестает получать ответы от самого сериала,
Он идет туда, где эти ответы обещают быстро и уверенно. Так внимание естественным образом перетекает в пространство, где никто не несет ответственности за точность, зато каждый борется за клики. И именно здесь, в центре вихря, оказываются Афрос Рачеглу и Мерт Рамазан Демир. Их имена уже давно существуют не просто как имена актеров, а как готовый бренд, сформированный успехом сериала «Зимородок». Для интернет-пространства это идеальный материал – молодые, популярные, эмоционально вовлекающие аудиторию. И самое главное, их личная история какое-то время оставалась непубличной. А значит, удобной для интерпретаций. Сначала заголовки были осторожными, потом противоречивыми, затем откровенно фантазийными. В один и тот же день можно было увидеть новости, которые полностью исключали друг друга. Они якобы вместе. Они якобы расстались. Потом снова вместе. Потом снова нет. Эти версии не сменяли друг друга логично, они существовали одновременно, потому что их цель была не в том, чтобы объяснить реальность, а в том, чтобы удержать внимание любой ценой. На самом деле все было куда проще и тише. Их отношения завершились без конфликтов, без публичных сцен, без попыток что-то доказать через прессу. Именно так обычно и заканчиваются взрослые отношения людей, которые не делают из личной жизни инструмент карьеры. Но для индустрии слухов такая развязка слишком скучна. Она не дает пространства для драматизации. И здесь проявляется важный момент: чем спокойнее реальность, тем агрессивнее вымысел. Интернет не терпит пауз. Он не умеет ждать. Если актеры не дают инфоповодов, их начинают производить за них. Так появляются инсайдеры, знакомые знакомых и анонимные источники, которые всегда знают больше всех, но никогда не отвечают за сказанное. Особенно показательно, что именно эта пара стала символом фейковых новостей. Не потому, что в их жизни было больше драмы, а потому, что аудитория к ним эмоционально привязана. И когда зритель теряет эмоциональную разрядку на экране, он ищет ее за его пределами. Иногда даже не осознавая, что становится частью чужого сценария. Со временем эта история начала утомлять даже самых вовлеченных поклонников. Слишком очевидной стала механика происходящего. И на этом фоне внимание постепенно стало смещаться к другому актеру, тому, чья личная история развивалась без шума, но вызывала не меньше обсуждений. Потому что иногда отсутствие драмы раздражает публику сильнее, чем ее избыток. История Араз Булут Инимли развивалась совсем иначе, но по странной логике публичного внимания оказалась в том же поле обсуждений. Здесь не было громких заголовков каждый день, не было противоречащих друг другу сенсаций, но было то, что иногда раздражает зрителя сильнее всего – спокойствие. Долгое, устойчивое, без демонстративных жестов и объяснений. Совместная жизнь актера с Бигги Анал длилась достаточно долго, чтобы публика начала воспринимать их как нечто постоянное. И именно поэтому момент, когда их пути разошлись, вызвал непропорционально бурную реакцию. Не из-за конфликта, его как раз не было, а из-за несоответствия ожиданиям. Зрителю хотелось понятного финала, желательно с четко обозначенными причинами. А его не последовало. Отсутствие официальных заявлений, эмоциональных интервью и намеков в социальных сетях создало вакуум. И этот вакуум тут же заполнился интерпретациями. Почему так долго и без формального оформления? Почему так тихо завершилось? Почему никто никого не обвиняет? Для части аудитории такие вопросы звучали почти как вызов. Ведь если нет внешней драмы, значит ее нужно додумать. На самом деле в этом нет ничего необычного для турецкой актерской среды. Совместная жизнь без официальных формальностей давно перестала быть чем-то из ряда вон выходящим, особенно среди людей, чья профессия требует постоянного движения и нестабильного графика. Но здесь возникает тонкий момент: публика принимает такую свободу до тех пор, пока она не касается тех, кого она эмоционально присвоила. Когда отношения заканчиваются без видимого надрыва, зритель чувствует себя исключенным из процесса. И ему не дали объяснений, не предложили версии, не позволили выбрать сторону. И тогда начинается раздражение,
которая легко маскируется под заботу или интерес. Хотя на самом деле это всего лишь реакция на утрату иллюзии контроля над чужой жизнью. Со временем и эта история потеряла остроту. Стало ясно, что никто никому ничего не должен объяснять, а жизнь продолжает идти своим чередом. Но важнее другое. На фоне всех этих обсуждений все отчетливее вырисовывался контраст между тем, как публика воспринимает актеров, и тем, как сами актеры выстраивают свои приоритеты. И именно в этот момент на первый план выходит фигура, которой интерес не ослабевает годами, независимо от слухов, личных обстоятельств и смены форматов. Потому что есть актрисы, чье присутствие в кадре само по себе становится аргументом. Имя Хазал Кая в турецкой индустрии давно существует отдельно от конкретных проектов. Оно звучит как маркер эпохи, как напоминание о времени, когда сериалы собирали у экранов целые семьи, а герои становились частью повседневной жизни. И именно поэтому любое ее профессиональное решение неизбежно воспринимается не просто как шаг актрисы, а как сигнал, куда вообще движется Турдизи. Ее путь не был резким взлетом. Он был последовательным, почти методичным. Раннее начало, постепенное наращивание веса ролей, проекты, которые годами остаются в эфире и продолжают жить в повторах. В какой-то момент Хазал перестала быть просто популярной, она стала узнаваемой на уровне архетипа. Зрители не всегда могли вспомнить названия новых работ, но прекрасно помнили ощущения, которые оставляли ее героини. Когда стартовал сериал «Наша история», ожидания были запредельными. И первый сезон их оправдал. Проект уверенно держал внимание, вызывал обсуждения, формировал эмоциональную привязку. Именно такие сериалы обычно тянут до последнего возможного момента. Но здесь произошло нечто, что плохо вписывается в привычную логику рейтинговой гонки. История завершилась раньше, чем ожидали многие. Не обрываясь, не скатываясь, а просто остановившись там, где дальше начиналось бы повторение. Для зрителя это выглядело неожиданно, почти подозрительно. Но если смотреть на ситуацию шире, становится понятно, это было решение человека, который уже не обязан доказывать свою значимость количеством серий. Параллельно менялась и сама индустрия. Телевизионный формат становился все более жестким по графику и все менее гибким по содержанию. И в тот момент, когда личная жизнь актрисы потребовала другого ритма, выбор в пользу цифровых платформ стал не бегством, а логичным продолжением карьеры. Там было больше свободы, меньше давления и иной формат ответственности, не перед проверяющими, а перед зрителем. Важно, что этот переход не выглядел как понижение статуса. Напротив, он подчеркнул его. Хазал могла позволить себе не участвовать в еженедельной гонке, не держаться за эфир любой ценой. И тем самым она показала то, что для многих стало тревожным сигналом. Даже самые яркие звезды все чаще уходят туда, где можно рассказывать истории без постоянного оглядывания через плечо. Этот сдвиг не остался незамеченным. Потому что если актриса такого уровня делает ставку на другие форматы, значит проблема уже не в отдельных проектах. Значит, меняется сама экосистема. И на этом фоне особенно интересно наблюдать за теми, кто сознательно выбирает сложные, рискованные роли, даже если они не обещают массового комфорта. Именно поэтому следующий поворот этой истории связан с актером, чья карьера всегда шла наперекор ожиданиям. В турецкой индустрии есть актеры, которые будто существуют вне общего ритма. Они не подстраиваются под формат, не ищут безопасных решений и не стремятся быть удобными. Тимучин Эссен как раз из таких. Его имя редко всплывает в контексте громких рейтингов, зато почти всегда появляется рядом со словами «сложная роль» и «непростой материал». Каждый его выход на экран – это не попытка понравиться, а попытка сказать что-то, что обычно стараются не проговаривать. Именно поэтому проекты с его участием часто оказываются на границе допустимого. Они не нарушают правил напрямую, но задают вопросы, которые система предпочла бы оставить без ответа. И в какой-то момент эта честность начинает мешать. Когда один из его последних телевизионных проектов завершился раньше ожидаемого, формального объяснения не последовало. Рейтинги были достаточными, актерская игра высоко оцененной. Но тема оказалась слишком чувствительной, а тон слишком прямым.
И сериал аккуратно убрали с поля зрения, без скандалов и заявлений. Так, словно его и не планировали доводить до логического конца. Этот эпизод стал показательным. Не только для зрителей, но и для коллег. Он наглядно продемонстрировал, что даже опыт и репутация не гарантируют защиты, если содержание выходит за рамки негласного комфорта. И именно после этого все больше актеров начали смотреть в сторону проектов, где правила игры другие. Переход Темучина в цифровой формат выглядел почти закономерно. Там он снова получил возможность работать с материалом, который не требует постоянного самоконтроля. Его партнеры по новым проектам отмечали не только профессионализм, но и редкое для сегодняшнего телевидения качество – внутреннюю свободу. Он не торопился возвращаться в эфир, не искал срочной замены, не пытался доказать свою востребованность. И в этом есть важный символизм. Потому что когда актеры такого уровня сознательно выбирают проекты с меньшей аудиторией, но большей глубиной, это говорит о многом. О том, что массовый эфир перестает быть главной целью. О том, что ценность высказывания начинает перевешивать охват. На этом фоне особенно заметно, как меняются траектории тех, кто вообще перестает жить в одной стране с индустрией, в которой продолжает работать. Потому что иногда для того, чтобы сохранить дистанцию и ясность взгляда, нужно физически отойти от центра событий. История Туба Бюйкустюн давно перестала укладываться в привычную схему «проект за проектом». В ее случае речь идет не о паузе и не о творческом кризисе, а о сознательном выборе дистанции. Она больше не находится в постоянном эпицентре турецкой телевизионной жизни, но при этом остается ее важной частью на своих условиях. Ее присутствие в кадре всегда отличалось особым спокойствием и внутренней силой. Не резкими жестами, не громкими монологами, а ощущением глубины, которое невозможно подделать. И именно это качество оказалось особенно востребованным в проектах, ориентированных не только на внутренний рынок. Международные платформы предложили ей иной масштаб, без жесткой привязки к эфирной сетке и без необходимости подстраиваться под каждую новую волну обсуждений. Физически Туба все чаще находится вне Турции. Это не бегство и не отказ, а скорее смена перспективы. Работая из другой точки мира, она сохраняет профессиональную связь с индустрией, но избавляется от ее постоянного давления. Новые проекты появляются нечасто, зато каждый из них воспринимается как событие, а не как очередной пункт в расписании. Ее участие в цифровых сериалах стало примером того, как можно оставаться востребованной, не участвуя в еженедельной телевизионной гонке. Такие проекты не требуют постоянного присутствия в новостной ленте, не зависят от сиюминутных рейтингов и позволяют актрисе выбирать материал, а не наоборот. И зритель это чувствует, даже если не всегда осознает, почему именно эти работы запоминаются. Важно и то, что Туба не стремится комментировать происходящее вокруг индустрии. Она не делает громких заявлений, не вступает в дискуссии, не объясняет свой выбор. В этом молчании нет отчужденности, есть уверенность. Уверенность в том, что карьера может развиваться и без постоянного присутствия в центре внимания. На фоне всех этих изменений становится очевидно, Турдизи переживает период переосмысления. И в нем особенно выделяются те, кто принадлежит к более молодому поколению, но уже действует с расчетом и стратегией. Те, для кого успех – это не только популярность сегодня, но и возможность выбирать завтра. Именно поэтому следующая линия этой истории связана с актрисой, которая сумела совместить массовый успех с ощущением нового этапа. Когда речь заходит о новом поколении турецких актрис, имя Демет Оздемир звучит почти неизбежно. Но в отличие от многих, кто внезапно оказывается на вершине, ее путь к этому статусу был выстроен постепенно, через смену амплуа, через риск и через умение вовремя менять направление. Именно поэтому ее нынешний успех воспринимается не как случайность, а как закономерный этап. Проект, в котором она сейчас задействована, стал для нее своеобразной точкой фиксации. Не потому, что он самый громкий в карьере, а потому, что наконец совместил сразу несколько важных факторов: массовый интерес, стабильное внимание аудитории и ощущение, что актриса находится на своем месте. Здесь нет попытки доказать что-то зрителю, есть уверенная, выверенная работа.
Особенно важно, что Демет больше не воспринимается исключительно через призму жанра. Она давно вышла за рамки образа, который когда-то сделал ее популярной, и теперь существует в более широком профессиональном диапазоне. Это дает ей главное преимущество – свободу выбора. А свобода выбора в сегодняшней индустрии ценится куда выше, чем просто высокий рейтинг. При этом она не спешит объявлять о будущих шагах. Никаких громких анонсов, никаких обещаний на годы вперед. Такой подход выглядит почти старомодно, но именно он позволяет сохранить контроль над тем, как будет развиваться карьера дальше. В среде, где проекты часто планируются авансом и обсуждаются задолго до начала съемок, это редкое качество. И здесь снова проявляется общий тренд. Актеры все чаще мыслят не сезонами, а этапами. Телевидение, как один из них, кино, как следующий, цифровые платформы, как пространство для эксперимента. Демет органично вписывается в эту модель, не противопоставляя форматы друг другу. На этом фоне особенно странно выглядит один проект, который, казалось бы, идеально вписывается в новую стратегию индустрии, но по необъяснимым причинам остается за кулисами. О нем говорят, его ждут, его уже видели, но он по-прежнему не выходит. И именно эта пауза становится все более заметной на фоне активного движения остальных. Есть проекты, о которых говорят так, будто они уже стали частью индустрии, хотя зритель до сих пор их не видел. Они существуют в разговорах, в ожиданиях, в тизерах и анонсах, но не в реальном эфире. Именно таким проектом сегодня остается «Сказки Тысячи одной ночи», сериал, который давно перестал быть новинкой и еще не стал премьерой. О нем известно достаточно, чтобы интерес не угасал, и слишком мало, чтобы он получил завершенную форму в сознании зрителя. Съемки завершены. Актеры дали интервью. Платформа представила проект в своих презентациях. Фрагменты уже видели те, кто следит за индустрией внимательно. И при этом тишина. Ни даты, ни четкого объяснения, ни даже попытки подогреть ожидания заново. В обычной ситуации такой проект давно бы вышел, получил свою волну обсуждений, критику, сравнения и занял бы свое место в общем потоке. Но здесь происходит что-то другое. «Сказки Тысячи одной ночи» будто намеренно держат в паузе. И чем дольше длится это ожидание, тем очевиднее становится причина не в готовности материала. Платформа Tabi уже выпустила другие сериалы, менее громкие, менее ожидаемые, но вполне вовремя. Этот же проект остается в резерве, словно его берегут для определенного момента. И чем больше времени проходит, тем чаще звучит версия, которая раньше казалась слишком стратегической, чтобы быть правдой, возможный расчет на международный выход. Если платформа действительно готовится расширять свое присутствие за пределами Турции, логично представить именно этот сериал как витрину. Узнаваемая история, сильный актерский состав, формат, понятный не только внутренней аудитории. В таком контексте задержка перестает выглядеть странной и начинает напоминать выжидание. Но есть и другая сторона. Каждый месяц молчания увеличивает риск того, что ожидание перерастет в усталость. Индустрия движется быстро. Зритель привыкает к постоянному обновлению. И даже самый обсуждаемый проект может потерять остроту, если слишком долго остается вне поля зрения. И все это происходит на фоне общего ощущения неопределенности. Сериалы выходят осторожными. Актеры все чаще выбирают цифровые форматы. Проекты либо фильтруются, либо откладываются. И в этом контексте история одного не вышедшего сериала становится отражением гораздо более широкой картины, той самой, где ожидание становится нормой, а пауза превращается в стратегию. Остается последний штрих, который замыкает весь этот разговор в единую рамку. Потому что за всеми этими решениями, задержками и самоограничениями стоит не только индустрия, но и страна с ее традициями, привычками и особым отношением к тому, что считается важным. Чтобы понять, почему все это стало возможным одновременно, вырезанные сцены, осторожные сюжеты, уход актеров, зависшие проекты, нужно сделать шаг назад и посмотреть не на сериалы, а на среду, в которой они существуют. Турция остается страной сложного баланса.
светское по устройству, но глубоко традиционное по внутреннему ощущению. Здесь умеют праздновать, умеют радоваться и умеют делать вид, что ничего не происходит. Новый год в этом контексте – хороший маркер. Его отмечают спокойно, без надрыва, чаще дома, у экрана. Это не главный праздник и никогда им не был. Куда большее значение имеют даты, связанные с историей государства, с фигурой Мустафа Кемаль Ататюрк, с религиозным календарем. Новый год существует, но не определяет ритм жизни. Он как фоновый свет, заметный, но не направляющий. Именно так сегодня существует и турецкое телевидение. Оно работает, выпускает сериалы, создает героев, но все чаще предпочитает не быть источником резких эмоций. Не потому, что не умеет, а потому, что не может позволить себе лишнее. В этой системе любое движение вперед проходит через фильтр осторожности. Любая история сначала проверяется не на силу, а на безопасность. Зритель это чувствует, даже если не формулирует. Отсюда ощущение недосказанности, отсюда недоверие, отсюда попытка найти правду в слухах и версиях. Но правда, как это ни парадоксально, оказывается куда менее драматичной. Нет единого злодея. Нет одного решения, которое все испортило. Есть постепенное сжатие пространства, в котором раньше можно было дышать свободнее. И на этом фоне особенно ясно видно, почему актеры выбирают цифровые платформы, почему сериалы становятся короче, почему одни проекты исчезают, а другие ждут своего часа. Это не кризис и не конец. Это переход. Болезненный, не всегда честный, но неизбежный. Турдизи меняется не потому, что зритель стал другим, а потому, что условия стали другими. И пока одни продолжают искать скрытые конфликты между актерами, настоящая история разворачивается куда тише, на уровне решений, пауз и компромиссов, которые не попадают в заголовки, но определяют все. И в завершение, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Если вам близок такой спокойный, вдумчивый разбор без крика и выдуманных сенсаций, поддержите нас лайком, это действительно помогает каналу развиваться. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропускать новые видео о турецких сериалах, актерах и закулисной стороне индустрии. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации, согласны ли вы с выводами и о каком сериале или актере вам было бы интересно услышать в следующих выпусках. До скорой встречи на канале «Любовь и мечты».